Ночная Москва – это невероятная атмосфера. У нее неповторимый вид и свой ритм. Мы приехали на свой первый велофестиваль, искали старт и да, пропустили массовый выезд. Но знаете, иногда уже старт это тот, который случится чуть позже. Рядом моя супруга. А еще с нами был коллега с работы. Это история про то, как мы просто собрались и поехали на московский ночной велофестиваль. Впереди огни Садового, немного приключений и ночной московский вайб, в который хочется погружаться снова и снова. Поехали! Мы выехали около 6 вечера. В обязательном порядке взяли шлемы. Безопасность прежде всего. Моя супруга так далеко еще не ездила, поэтому мы решили добраться до Москвы на грузовом каршеринге. Загрузили велосипеды и отправились навстречу приключениям. Мне нравится этот момент. Не старт, не путь, а именно выезд. Когда ты еще как будто дома, но каждый метр уже превращается в историю. Начали наши велосипедные приключения мы от метро Семеновская. Это отличный вариант. Спускаемся к реке Яуза и по ее набережной добираемся до центра. Мы едем, а вокруг становится все больше велосипедистов. Чем ближе подъезжаем к стартовому городку, тем плотнее поток. Кто-то едет по одному, а кто-то большими организованными группами. На узких участках становится тесно, даже совсем некомфортно. Но это только подогревает интерес к тому, что нас ждет впереди. И вот мы в стартовом городке, но еще светло. Вокруг разные велосипедисты, разные люди, и у каждого свой маленький праздник. Кто-то украшает руль гирляндами, кто-то спорит о давлении в покрышках, кто-то ловит ракурс для фотографии, где фонари складываются в замысловатый узор. Мы тоже делаем пару снимков. Людей становится все больше. Гул разговоров начинает заглушать нашу речь. Стоит нам разъехаться на пару метров, и мы начинаем терять друг друга в толпе. Хорошо, что мы подготовились, и у нас есть интеркомы. Благодаря им мы слышим друг друга даже тогда, когда потерялись из виду. Начинает темнеть, становится прохладно. Я достаю теплые рукава и гетры. Перед нами выстраиваются городские электробусы, образуя импровизированный туннель. Но мы все еще не понимаем, откуда начнется заезд. Начинаем искать, где же общий старт. На сайте организаторов была карта стартового городка. Но как это часто бывает, пока смотришь на нее, ничего не понимаешь. А понимаешь все только тогда, когда уже стало слишком поздно. Время старта подходит. Слышим музыку, оборачиваемся и понимаем, массовый старт уже ушел. На секунду становится грустно, но тут же смешно. Ну да, первый фестиваль и сразу такой урок. Но ничего страшного. Мы начинаем искать дорогу, чтобы влиться в поток чуть дальше. Решение приходит просто. Берем курс параллельно колонии и догоняем. Без суеты, без волнений. Мы здесь не за рекордами. Мы здесь, чтобы увидеть город таким, каким он бывает только ночью. И вот наш старт. Без фанфар, просто поворот руля и короткое «привет соседям». Поток подхватывает нас, как волна. Слева кто-то обсуждает велосипеды, справа парень снимает сторис, впереди светятся огни. И у каждого из этих огней своя атмосфера. Я ловлю удобный темп. Не быстрее, чем нужно, и не медленнее, чем хочется. По краям пешеходы смотрят на бесконечную вереницу велосипедистов. С мостов доносятся приветственные крики. В ответ сигналы и свист. Мой взгляд цепляется за знакомые силуэты. Рядом едут ребята на моноколесах. Формально они запрещены, но едут аккуратно и никому не мешают. И один из них точно на таком же моноколесе, как у меня, улыбаясь. Рядом пролетают велосипедисты в самых разных нарядах. И ты понимаешь, этот праздник еще и про фантазию. Ночь красива, но требует внимания.
Я держусь с левой полосы, оставляю дистанцию, слежу за стоп-сигналами впереди. И в этот момент понимаешь, самое важное не время на круге, а то, чтобы все было безопасно. И, конечно, свет. Простая вещь, которая делает заметным и тебя, и остальных. На середине круга колени дают о себе знать. Не сильно, но неожиданно. Я волновался за супругу, ведь это ее первый большой выезд, а получается, что первый сдаю позиции я. Сбавляю скорость, нахожу комфортный ритм, делаю пару глубоких вдохов. Иногда достаточно признать, да, ты не самый быстрый и выносливый, но в этот момент ты все равно счастлив. На одном из участков случился небольшой завал. Кто-то резко перестроился, кто-то не успел среагировать, и вот велосипеды вперемешку с людьми. Окружающие сразу бегут помогать. Я подаю сигнал тем, кто едет за мной: сбавьте скорость, объезжайте. Пара секунд, и становится ясно, серьезного ничего не произошло. Ребятам очень повезло. Но вижу, что почти все упавшие без шлемов. Это грустно. Культура безопасной езды еще хромает. Хотя радует, что все больше велосипедистов надевают шлемы. Пульс возвращается в норму. Музыка снова где-то на фоне. Город снова позволяет любоваться собой. И за это я люблю ночные поездки. Они делают возможным раствориться в моменте и просто наслаждаться дорогой и видом. Особый шарм осознания, что мы едем по Садовому кольцу ночью среди сотен других велосипедистов по встречной полосе движения. Такие моменты запоминаются, ведь когда ты еще сможешь позволить себе такое? Впереди вижу крутой спуск. Велосипедистов рядом почти нет. Такой момент упускать нельзя. Я отпускаю тормоза, чувствую встречный ветер. Встаю на педали, разгоняюсь. Мир сужается до узкой линии дороги и звука покрышек. Спидометр переваливает за 50. И в этот момент снова ощущаешь себя ребенком, который только что понял, зачем ему нужен велосипед. После спуска сбавляю скорость, жду супругу. Улыбка приклеивается, как новая наклейка на раму. Вокруг те же огни, те же улицы, но кажется, что за эти километры я стал чуточку счастливее. Вот и финиш. Маленький праздник. Кто-то шутит, кто-то фотографируется, кто-то просто молчит и улыбается. Мы тоже делаем еще пару кадров на память. Я ловлю себя на мысли, мог бы уйти еще на один круг. Но уже поздно, и я не один, а нам еще возвращаться домой. На обратном пути заезжаем к Кремлю. Здесь ночью особенно красиво. Мы не спешим, делаем пару фотографий и снова в путь. Возвращаемся уже поздно. Становится ясно, график сна опять сбился. Колени ворчат, но тихо. В голове ровное, приятное эхо. Мы это сделали. Первый фестиваль. Сразу ночью. Сразу Садовое. И тут ты понимаешь, почему люди ждут этого события весь год. Спасибо, что посмотрел видео до конца. Оставь комментарий, если тоже любишь ночные поездки. Расскажи, что тебе в них нравится больше всего. А сейчас поставь лайк и подпишись. Впереди еще много поездок и приключений.